Всегда хочу учиться и быть любопытным. Такой человек мира. И может быть, если есть вода, может быть, такие вещи, но ты не знаешь абсолютно, есть ли там жизнь, пока ты не придешь на эту планету. Есть ситуации, где почти не важно, что ты сделаешь, ты не можешь с них выбраться. Ты идешь туда, ты идешь сюда, с кем-то поговорил, об этом подумал. Ты не знаешь, что у тебя слабый характер. Мы создали что-то такое и послали это в космос. Часто вот так летит вокруг Земли. Вот. И он как-то умеет видеть то, что люди видят, только если ты им скажешь, что это там, они заметят. Привет. Привет. Ты хочешь представиться? Я Эдик, мне 26 лет. Я мечтатель, который... Ему очень интересны другие миры, и это звучит странно. Я не принимаю наркотики, кстати. Мне очень интересна астрономия и другие миры, и я думаю, что другие планеты, я думаю, что есть другие формы жизни. Я думаю, что есть инопланетяне. Я видел летающую тарелку, и мне это все интересно и любопытно. К тому же мне интересна микрожизнь, как себя клетки ведут, вирусы, бактерии, тоже мне очень интересует, как это на нас влияет. И мне тоже интересуют всякие такие подсознательные миры, сны, как контролировать сны, что сны говорят, что это вообще, как может быть, что сон может тебе что-то сказать или подсказать что-то, что ты не знал. А потом ты проснулся, и ты это знаешь, откуда это пришло, как ты это не знал, а сейчас ты это знаешь. Как кто-то во сне тебе может что-то рассказать, что ты не знал, откуда это пришло. И я никогда не хочу перестать учиться. Всегда хочу учиться и быть любопытным. А куда бы ты хотел попасть? Сейчас, когда мы смотрим на другие планеты, мы это смотрим с нашей точки зрения через телескопы. Есть такой видик интересный на YouTube. И он спрашивает, есть ли жизнь тут, на нашей планете. Это странный вопрос. Конечно, есть жизнь на нашей планете. Но это было очень интересно. Это был опыт такой. Они хотели знать, если они возьмут фотку нашей планеты с Сатурна, телескоп, который кружит Сатурна, и этот телескоп сфотает Землю, можно ли знать, что на нашей Земле есть жизнь? Потому что ты просто видишь маленькую планету далеко, синюю маленькую планету. А как ты можешь знать? И ты не можешь знать. Ты не можешь знать. Ты знаешь расстояние, может быть, какая атмосфера есть. И может быть, если есть вода, может быть, такие вещи, но ты не знаешь абсолютно, есть ли там жизнь или нету. Пока ты не придешь на эту планету. И мы видим 1000 планет на сильные телескопы, но мы не знаем. Я не знаю, как мы можем знать, и они очень далеко. Мы не можем туда прилететь. Это возьмет нам тысячелетия, с нашими технологиями сейчас. Так, если бы я мог куда-то прийти, так фантастически, да, я бы хотел, может, даже в снах летать по планетам и их изучать, и садиться на них, и смотреть, как разные жизни там живут, и как там, что они вообще делают. А вот у тебя есть любимый лектор? Джордан Питерсон — это психолог. Он с Канады. Он преподавал в Гарварде. Он преподавал в университете Торонто. И у него много научных статей, у него есть много опыта клинического. И он очень любит, кстати, русскую литературу, Достоевского. Он обожает Достоевского. Он любит Толстой. Он читает много Ницше. И он очень умный человек. И его лекции на YouTube очень интересны, потому что он разговаривает о очень интересных, можно сказать, обычных вещей, но он так их рассказывает, что он делает это очень простые вещи очень сложными, но ты все равно можешь понять, или сложные вещи очень простыми. Странно. У него есть 12 лекций, библейские лекции. Я знаю Библию, я думаю, хорошо. И он просто рассказывал, он просто читал эту историю и разговаривал про психологию этих историй. Очень интересно. Он мне нравится. Твой идеальный мир, он какой? Что бы ты в нем поменял, переставил местами, убрал?
О, это сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. Я думаю, что у всех людей должна быть какая-то фундаментальная, базовая медицинская страховка, которая оплачиваемая государством. Потому что это очень важно, что когда у человека что-то болит, он мог прийти и это проверить. Я не говорю, что все должно быть бесплатно в каждой стране. Конечно, каждая страна должна выбирать свои законы, но да, я бы так сделал. Я сейчас в Америке. Я думаю, что обучение в колледже не должно стоить так много. Я бы добавил философию в классах, в школе. Я думаю, что философия это фундаментальный курс. Это логика, это структура аргумента. И как вообще ты должен говорить без ошибок логики? Мы всегда разговариваем, у нас много ошибок в логике, мы не замечаем этого. Я думаю, что это очень интересно. Плюс есть всякая разная философия. Логика — это только одна часть. Но разговаривать о тяжелых темах с разных перспектив — это же важно. Это то, что у меня в университете мне не хватало, потому что вот правда. И все. Как понять, вот правда и все? Ну как понять, вот правда и все? Нет. Давай пофилософствуем. И во-вторых, раскрыть людей, чтобы они могли разговаривать про все эти тяжелые, как говорится, subjects. То есть ты считаешь, что миром должен править? Джордан Питерсон. Да! Да! Это то, что я говорю. Давай про людей. А люди, они какие? В основе я думаю, что люди хорошие. Ими легко управлять. Я думаю, что их легко завести. А если ты правильный человек и правильно разговариваешь, у тебя харизма, и ты уверен в себе, люди хотят идти за кем-то. Ну так а если тот кто-то, он идет по неправильному пути, и эти люди, которые, как ты говоришь, хорошие, они могут стать несколько дней плохими? Люди могут стать плохими. Я не думаю, что они будут думать о себе, что они плохие. Я сужу по моему мировоззрению. Я думаю, что база людей, что они хорошие. И ты можешь спросить, что это значит? Это значит, что я думаю, что если у тебя есть проблема, то большинство людей тебе будут хотеть помочь. Я думаю, что большинство людей будут рады тебе, что ты в каком-то парке, и там есть такая игра, что ты кидаешь камень, и ты можешь выиграть приз. Я думаю, что большинство людей будут рады, если ты выиграешь приз. То есть ты веришь в человека? Я думаю, что да. Но я думаю, что то, что я вижу в университетах, опять возвращается к этому. Я думаю, что люди не должны принимать, я это всегда делал, они должны принимать вещи как абсолютная правда. Я всегда спрашиваю себя столько много вопросов, и иногда это трудно, потому что иногда мне кто-то со мной говорит про тему, я ему говорю мое мнение, но потом я ему говорю вещи, которые противоречат моему мнению. Я говорю, в принципе, это же хорошо, потому что так и так. То есть я ему говорю, я против этого. Потом я говорю, в принципе, это хорошо. А потом я говорю, это плохо, потому что. Они говорят, у тебя нет мнения. Я говорю, нет, я просто дискуссирую, я не знаю. Ты ищешь? Я ищу. Давай обсудим тему, почему всегда все абсолютно. Даже не задумывается, а может быть ты прав. Нет, есть у меня причины. У всех были причины в истории, почему они делали какие-то вещи, не? Надо задуматься. И тут как раз тоже философия приходит. Что ты задумывайся, а у тебя какой-то аргумент про что-то. А тебе профессор говорит, да, где твоя основа? Обоснуй свою идею. Все, сдох. Все? Так у тебя нет основы? Так твоя идея вообще ничего не стоит. А сейчас я тебе скажу идею против этого. Я пойду так глубоко, что ты в жизни больше не будешь разговаривать против этого. И это хорошо, потому что ты думаешь о чем-то, много
точки мировоззрения, всегда спрашиваешь, если то, что ты думаешь, это правильно или неправильно, и почему это правильно или неправильно. И это нормально, если ты не всегда такой, как дерево. Ты идешь туда, ты идешь сюда, с кем-то поговорил, об этом подумал. Ты не знаешь, что у тебя слабый характер. Ты интеллектуально слаб. Ты интеллектуально не слаб. Потому что ты думаешь об этом, говоришь, ну смотри, а если так? Нет. Что, они тебя уговорили, да? Что, они тебя уговорили, да? Это что, религия? Что тебе нельзя смотреть по сторонам? Это идеи какие-то, политические, какие-то социальные. Почему нельзя их обсуждать? Вот я это не понимаю. А для хорошего дела всегда можно найти время? Нет. Что значит хорошее дело? Ну, я думаю, что хорошее дело – это помощь кому-то. Хорошо, помощь кому-то. Есть... Нет. Я не думаю так. Потому что я думаю, что в каких-то ситуациях, если ты вложишь в себя больше время, то позже ты сможешь помочь больше людям. Но твой вопрос был другой. Даже если ты очень занят человек, ты можешь найти чуть время помочь кому-то, не? Это то, что ты меня спрашиваешь. Может быть, да. Но обязан ли ты? Может быть, ты очень занят, и у тебя есть чуть-чуть время, и ты не хочешь никому помогать. И ты хочешь просто сделать что-то для себя. Но когда ты сделаешь что-то для себя, то ты отдохнешь, и потом ты опять будешь занят. Но ты занят хорошим делом, и ты строишь себя морально и финансово. И потом у тебя приходит эта возможность помогать близким, помогать друзьям, помогать просто людям, помогать животным, планете. То я не знаю, я думаю, что ты можешь найти время помочь, но я не думаю, что ты обязан помочь. Я не думаю, что есть какое-то моральное обязательство, что ты должен кому-то помочь. Неважно, даже если ты занят, даже если ты не хочешь, это твое моральное обязательство. Нет, это не мое моральное обязательство. Скажи, пожалуйста, а ты считаешь нашу жизнь справедливой? Нет. Люди рождаются в разных ситуациях, в разных странах. Я знаю, есть справедливость, можно ее разделить на две части. Человеческая справедливость – это суд, например, или такие вещи. И какая-то метафизическая справедливость мира. Я думаю, что нету справедливости. Но это... Я не знаю, как с этой идеей бороться. Может быть, они даже рождаются в плохих условиях, но они родились с духом. У них есть сила духа, они могут пробиться. Или у них семья умная, мама умная, папа умный, дядя умный, подсказал где-то, они послушали. Даже то, что человек, у него есть какая-то возможность интеллектуальная, физическая, понять, что он может развиваться и поменять ситуацию. Это же тоже ему дано, природа иногда. Есть дети, которые у них умные родители, а они они хотят криминал всякий делать, пакости. Почему? Я не знаю почему. Тут я чуть-чуть пессимист, потому что я думаю, что есть ситуации, где почти не важно, что ты сделаешь, ты не можешь из них выбраться. Ты не можешь вылезти из них. Я в это верю. Я думаю, что плохие вещи могут случаться хорошим людям. Я не знаю, если те люди, которые, например, воруют деньги у пожилых людей и купили дом. Я не знаю, если они, правда, счастливы. Я не знаю, как их жизнь идет. Да, у них есть дом, ну и что? А что, дом и машина – это суть счастливой жизни? Мы все знаем, что это не так. Это не так. Есть люди, у них маленький дом, хорошая семья, они дружные, они смеются, у них музыка дома. Что, это не лучше, чем жить в огромном доме, всегда ругаться? Или ты вообще сам живешь? Тебе грустно?
Конечно, ты хочешь. Ты, наверное, выберешь маленький дом и дружная, хорошая семья. Но легче увидеть плохую сторону. Да, можно видеть, что ты не знаешь, если у этих людей, которые своровали деньги, сделали что-то плохое, ты не знаешь, если у них хорошо или нет. Но ты можешь знать, что у хороших людей, когда им плохо, Ты можешь знать. Это менее спорно. Почему? Почему им плохо? Религия говорит, что карма существует. Например, христианство, иудаизм. Помолись, делай хорошие вещи, тебя Бог наградит. Но я не думаю, что это так. А когда я говорю, что я не думаю, что это так, они говорят, в другом мире, когда умрешь. Ладно, хорошо, с этим я не могу даже спорить, потому что я не знаю, что будет. Но это кажется, что нету справедливости. Нету такой абсолютной справедливости, я думаю, что нет. Абсолютное зло. Есть абсолютное зло, но как Джордан Питерсон один раз сказал, если есть абсолютное зло, это значит, что есть абсолютное добро. Но он сказал, что он не знает, что это и как это выглядит. Но это намного легче знать, что такое абсолютное зло. И это интересно, потому что ты можешь жить в мире, у тебя может быть все хорошо, соседи хорошие, все хорошо. И ты даже иногда не знаешь, что ты живешь в очень хорошей ситуации, и люди очень добрые. Ты это просто не замечаешь. Пока не придет абсолютное зло. Может, даже не абсолютное зло, может, даже малюсенькое зло. И ты это сразу замечаешь. А добро как-то тяжелее. Почему-то. Да? Почему-то тяжелее. Ты сколько детей хочешь иметь? Я хочу иметь как-то 3 это как бы нормально, а 5 это как бы много, а 4 это как-то ни туда, ни сюда. То есть или 3, или 5? Я хочу посмотреть, как я справляюсь с ребенком. Хочу посмотреть, как моя жена, у меня нет жены, но будущая жена, как она будет справляться и какая динамика будет. Потому что я хочу, чтобы у меня были дети, но все равно, чтобы я оставался собой, чтобы у меня было время покататься на велосипеде, у меня было время пофилософствовать с друзьями, было время пойти в спортзал, поиграть на гитаре. Я не хочу себя терять. И вот у меня дети, и все, моя жизнь остановилась. И сейчас моя жизнь это работать и вот так лялякать детей. И делать все для них. Ты не раб. Я не хочу быть рабом. Я вижу родителей, которые они рабы. Я не хочу быть таким. Это не значит, что мне нету дела до детей. Конечно, будет, конечно. Но это не значит, что вся моя жизнь сейчас для детей и все. И они самые главные, и все, что они говорят, это... И мне их надо бояться, потому что они понимают, потому что они молодые, потому что есть тренды какие-то. Не-не-не, я понимаю больше. Это во-первых. Во-вторых, когда я был в вашем возрасте, я уже 1, 2, 3, 4, 5 сделал. И не забывайте, откуда мы приехали и что мы построили. Мои родители и я. Так что я буду с ним жесткий. Если жена будет, не, надо же детей, надо же так, она же, у нее бойфренд, у них тяжело, может мы с тобой не поедем в нашу vacation, останемся дома, будем говорить с ней. Нет, мы едем на vacation, потому что у нас vacation, то, что у него бойфренд, псада, а потом скажет нам, что, не надо все драматизировать. Ладно. У него какая-то проблема тут, у него какая-то проблема там. Ладно, я не их папа, чтобы все им проблемы каждый день решать. Ты же их не папа. И за них все вот так. Знаешь, конечно, участвовать, но не быть прям в ихнем в этом. И все, я не хочу так. Это все зависит от динамики. Надо, чтобы жена понимала, что у детей есть место, у нас есть место. Мы иногда, есть такие моменты, когда мы ощущаем себя маленькие. Не маленькие физически в детстве,
А маленьким таким человеком на планете, да, ты просто понимаешь, что ты такой маленький. А иногда у нас бывает такое, что нам кажется, мы такие большие, Да, такие крутые. Тебе это знакомо, да? да. Когда я на самолете лечу высоко, я смотрю вниз, я вижу какие-то города, машины едут. Я говорю, что это такое? Что это? Вообще такие маленькие, такие жуки какие-то. Я понимаю, что мы этим похожи на иммунную систему. Допустим, был ураган. Есть город, и там есть ураган. И он покалеченный. Как будто у тебя есть какая-то травма маленькая. А что мы делаем? Мы посылаем туда помощь. Такие машинки едут туда, и все вот так чинят, тык-тык-тык-тык, все вот построили заново и уехали. А у нас же тоже так. Когда я на самолете или стою на какой-то вершинке, или когда вижу лес, или океан огромный, я так вау, как бы мир такой огромный. И когда планеты, звезды смотрю, йоу, как все классно. Мы такие маленькие микробы, мы даже этого не знаем. А я чувствую большим, когда в большом городе, когда у нас всякие технологии, когда мы можем ехать в туннеле, который идет под землей, и в какой-то момент тоже идет под водой. Я не понимал, как. Я еду в туннеле, и мы едем под водой в этом туннеле. Как? Я не понимал, как мы это делаем. Мы создали что-то такое и послали это в космос. Часто вот так летит вокруг Земли. Вот как мы это сделали? Не понимал, как спутник летит. И тогда чувствую, что мы великие. А где ты будешь через 30 лет? Я хочу быть уважаемым человеком, который не лицемерит, который у него есть обоснованные аргументы, который очень хорошо повлиял на очень многие места и людей. И как он думает, этот человек, это как-то особенно ему. И он как-то раскрывает идеи, и он как-то умеет видеть то, что люди видят, только если ты им скажешь, что это там, они заметят. А он заметил. Или, может быть, они видели, но они не сказали. Почему-то. Эти вещи надо будет рассмотреть и раскрыть. Потому что тогда будет лучше. Это будет сильный человек, но который не будет брать эту силу и извращать ее в что-то, что только ему выгодно. Это будет человек, который у него есть много денег, но который помнит, откуда он пришел. И который ценит маленький хороший дом с хорошей семьей больше, чем просто пустой большой дом. Который не потерял свою дорогу, хотя его дорога не была прямая, была запутанная, но он ее помнит. Такой человек мира, любопытный, не забыл, что надо путешествовать, не забыл, что насекомые, они очень интересны, не забыл, что он очень любил играть и петь на гитаре, не забыл, что он любит космос, не забыл своего ребенка, который внутри был, но он настоящий мужчина. Что бы ты хотел сказать миру? Представь, что сейчас везде большие телевизоры. Я не знаю. Я не думаю, что я дорос до этого. Хорошо. Я думаю, что если ты меня поставишь, я растеряюсь в данный момент. Я недостаточно силен, чтобы выступать на такой сцене. Я думаю, что я расту, я могу осилить больше вещей, я могу помочь больше людям, но я не могу сразу вырасти в такую стратосферу и это осилить без быть лицемерием и каким-то искусственным. Но, может быть, есть что сказать нашим тем людям, которые смотрят тебя? Я хочу сказать вам, что не переставайте учиться. Это очень интересно. Будьте любопытными.
И не тратить много времени на фильмы дурацкие. И на всякие шоу дурацкие. Но если вы, да, тратите время на это шоу, хотя бы думайте о них и пытайтесь их анализировать больше, чем просто их тупо смотреть. Думать, как это все произошло и почему. И иногда даже не соглашаться со своим героем. Смотреть и говорить, да нет, это не герой. Фильм представляет мне этого человека как герой, но это не герой. Интересно. Просто будьте любопытными, думайте сами для себя, будьте добрыми к своей семье, звоните своей маме и папе. И не убивайте, пожалуйста, насекомых дома. Почему все убивают насекомых? Не убивайте насекомых. Они знают, что они у вас дома. Возьмите их на улицу. Я только что закончил учебу, и я хочу пойти учиться законы на, как это называется, юриста. И я подготавливаюсь к экзамену, и все.